это не финансовая рекомендация, я скажу почему. Да потому что это наше видение, это наш опыт, который мы пытаемся поделиться друг с другом, ну и заодно решили записать, возможно, кому-то для этого нужно было перелопатить груду информации, а мы можем об этом рассказать вам прямо на наших вот таких прямых включениях. Если мы перейдем или вспомним нашу предыдущую встречу, которая у нас была вчера, вот наша гипотеза, которую мы выставили вчера, то есть у нас стояла закупка на 12.84 и на 12, чуть ниже 12.77 стоял стоп-лосс. К сожалению, туда, как мы видим, вот как цена реагировала или торговалась. В данный момент она находится на уровне 13.50. И, значит, вечером, поздно вечером в 22:00 я все-таки решил показать, как мы можем успешно торговать, и передвинул нашу точку входа. И вот ставочка сработала, мы заработали за вот это короткий промежуток времени, получается, даже дня у нас нету, мы заработали 14%. Это успех. Ну и сегодня будем смотреть, куда мы ставим дальше, какие вообще возможные у нас прорисовки. Что скажешь, дорогой опытный робот? Ну, я хочу сказать, что мы были близки к закупке, и просто нужно было, да, тогда в моменте мы с тобой посовещались, и я сказал, что не стоит ничего трогать, и, насколько я вижу, мы были в районе там 12,9, точно опускалась цена, нам чуть-чуть Да, буквально... 12.94, 12.94, 10 центов не хватило. Да, так бывает, и не потому, что это жадность, а потому, что всегда не только мы видим уровни имбаланса и другие признаки, где может быть цена, но и те, кто управляет графиками, и они порой так вот интересно шутят, и я это очень часто видел. Что могу сказать сейчас? У нас есть две линии, прочерченные тобою, и, возможно, мы останемся в этом диапазоне, а возможно, мы его пробьем. Есть у нас всегда два варианта. Я бы сходил на старший таймфрейм, дабы посмотреть, что происходит там. Угу. Какой таймфрейм мы выберем? Возьмем возьми для начала 4 часа. Как и наше с тобой прошлое предположение, у нас было начало закрепления над уровнем смены тренда, который я считал вот на том месте, где у нас, по сути, должна была быть вход в сделку. И сейчас вопрос вот этого синего уровня, насколько он сильный, насколько он выдержит наше, скажем так, вернее, не наше, а сопротивление будет продавцов относительно силы покупателей. Если разглядывать RSI, пересечение, да, то у нас ситуация больше для роста складывается на 4 часах, а если рассмотреть, что у нас впереди сопротивление, то я бы сказал, что я бы дождался пробития вот этого уровня. То, что мы будем двигаться аналогично биткоину, у него на 91 533 у меня стоит серьезное сопротивление, и это примерно будет такое же расстояние, скажем, как мы посмотрели сейчас с тобой на линке, что где-то примерно синхронно они, пока биткоин дойдет до туда, линк, скорее всего, что сделает такое же примерно движение до вот этой линии сопротивления 13800, которая у нас прописана. Осмелюсь также предположить, здесь есть выше на уровне 14500, да, еще хороший такой имбаланс 4-часовой. Это на случай пробития 13800. Вот, от него точно будет реакция вниз. Для наших зрителей напомним еще раз, мы торгуем на бирже Bybit, выбираем монету Link USDT и сейчас заходим в торговлю с плечом, выбираем условный ордер и триггер цена у нас 12800. Тут мы выставляем, как обычно, мы торгуем своими деньгами, рискуем долларом 43 центами, то есть с плечом у нас получается 10 USDT, биржа самостоятельно рассчитывает и выставляем take profit stop loss. Его можно поставить и 13,9, поскольку у нас достаточно консервативный вход. Хотим напомнить нашим зрителям о том, что выставлен был условная позиция, да, и вот она вся продублирована. И здесь можно менять, если вам необходимо, take profit stop loss.
или менять вход в сделку, а также можно менять позицию, ну, то есть несколько параметров можно поменять. Но мы зафиксировались, установили, когда цена достигнет нашей позиции в 13.80, то наш ордер сработает, и завтра мы покажем, что из этого получилось. Текущая цена 13 633. Вот этот вот момент, куда мы поставили точку входа 13 800, вот он. Вот у меня стоп-лосс стоит 14.07. Да. А take profit у меня стоит 13.030. И у меня стоит риск-прибыль соотношение 3. 3. То есть Да, здесь вижу. вверху, если 1,88%, а внизу у меня 5,63%. Ну, то есть как где-то 2 к 6 примерно, как я тебе говорил. То есть 1 к 3, если быть, ну, поделить на 2, на общий знаменатель. И если умножить это на 7, на твое плечо, то здесь, получается, должно быть в позиции стоп-лосса у тебя должно было быть 14, в позиции 6,7 42. Выставили и закрыли, ждем отработки сделки в ту или иную сторону. Видно, что у нас есть растущая вот такая структурка, где мы уже, ну, условно проведем, вот здесь можно провести условно линию на 80, 3 восьмерки, да, если так брать уже с какими-то числовыми играми, мы их прошили, но я перейду на более разрисованную свою позицию, где у меня больше линий, больше значений, больше понимания, где цена может останавливаться. И здесь видно, что мы выше из-под вот этого уровня сопротивления, о котором я говорил, и теперь пробили трендовую, которая у меня, если взять дневку, будет лучше немножко видна, и мы из нее вываливались, потом сейчас мы обратно в нее возвращаемся, вот это вот большая трендовая. И у нас впереди два сопротивления. Это одно, которое я говорил, в районе 91 с чем-то. Здесь оно у меня почему-то, ну, где-то я зацепил, да, и оно, да, вот оно, получается, 91 500 где-то приблизительно. Когда-то это была поддержка, а потом мы ушли ниже, это стало сопротивлением. И вот здесь я жду первую реакцию, а вторую реакцию уже жду вот этот вот большой толстый уровень на 94. Но достаточно будет, на мой взгляд, закрепиться цене над 91 500, чтобы мы понимали, что это уже такая история для нас более позитивная. Но вспомним наш рисунок. Мы коснулись ровно по нему вот этой линии минимума. Сейчас мы практически по нему отскакиваем вверх, да, просто что немножко мы рисунок правее, мы отскакиваем чуть быстрее. И история вот такая, что мы вроде как подрастем до 94 500, потом откатимся немного обратно в район 87, если верить историческим, да, вот этим вот нашим паттернам, а потом уже пойдем выше. Так это или нет, увидим, ну а пока будем наблюдать за той сделкой, которую мы выставили на линк. Встречаемся завтра, смотрим на результаты. Да, спасибо, до новых встреч.